Доброе утро, Чечня! Доброе утро, друзья мои! Мы с вами продолжаем наше путешествие по Чечне. Сегодня мы отправляемся в село, где я вас познакомлю с чеченской семьей. Мы с ними проживем один день, приготовим их национальные блюда и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Мы с вами заезжаем в село Серноводск. Смотрите, как выглядят чеченские села. Это какое-то богатое село, что ли? Сейчас идем знакомиться с хозяевами. Пойдемте. Мы с вами проходим. Ну, какой двор шикарный. Нам, надеюсь, в этот дом. Ассаламу алейкум, здравствуйте. Никого нет? Здравствуйте. Здравствуйте. А мне сюда? Вам сюда. Да, тогда доброе утро. Утро доброе. Здравствуйте. Мы вас с 6 утра ждем. Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Эльвира. Лейла. Раяна. Рада знакомству. Вы Бекхан. Бекхан, да. Это чай попить? Спасибо. Как добрались? Спасибо, отлично. Да, все хорошо. Ну, слава богу. Сегодня вы нас будете знакомить с сельской жизнью чеченцев, да? Посмотрите, как меня переодели. Все, идем с вами разделывать барашку. Давайте с вами посмотрим, как выглядит двор. Мы видим, во дворе находится два дома. Очень аккуратный двор. Ой, я всегда говорю, мне чужая одежда идет. Посмотрите. Красота какая. Все, моя уже не идет мне. А чужая всегда. Это маленькое царство дорперов. Я решил перейти чисто на кукурузу. Это мясо натурального дорпера. Вот, смотрите, какая тушка. Мясо не имеет никакого характерного запаха, абсолютно никакого. Курдючные они бараны? А нет, это хвост. Вот я потому что вижу, что нет. нету. Это хвостики, да, нет, тут курдюка нету. Вот, выход мяса 55, в среднем так, до 65%. Это возраст какой? А возраст ему где-то 8-9 месяцев. 8-9 месяцев. Здесь сколько вы сказали в килограммах? Ой, я еще ничего не сказал. Ну, наверное, килограмму 27. 25, может, Тоже около того. разделанная. Да, ну это уже чистая кухня. По 30 килограмм 8-месячные Ну да, бараны. где-то. Так, мы сейчас вот так вот. Это для чего делать? Это для того, чтобы мы позвоночник ровно разделили. Ага. Ну, конечно, опыт сразу чувствуется. Ну, как Как говорится, давно? опыт не пропьешь, да? Как давно вы занимаетесь скотоводством? Как давно вы... Данной породой я занимаюсь уже около 7 лет. Довольно долго. Да, да, эта порода мне очень сильно понравилась. Вот, я ее развел. Родители Да, чабаны? у нас, да, у отца была ферма, Да? большая ферма была, да. Я с детства знаком с овцами. Ага. Вот, был еще маленький, за ножом хожу. Мясо ничем не пахнет. Давайте с вами посмотрим, как выглядит скотный двор. Здесь мы видим заготовки сена, загоны. И тем временем уже Бекхан возвращается к нам. Так, это вот достаем грудину. Она варится, не разбивает, но ее не Целиком режут. вы варите Целиком, грудину? да. Мне полных 44 года. Сколько? 44. Да ну нет. Да. Вы же очень молодо выглядите. Ну, спасибо. Можете вон полотенчика взять. Ага. Все, отлично. Держите. Я бы никогда не подумал, что он 44 года. За несколько минут уже туша барана поделена на две части. Вот так вот. Спокойненько разделываем. Какая ваша самая любимая часть в баранине? Вот что вы любите? Шею. Шея? Да. Потому что она очень мягкая.
Может точить. Старый дедовский метод. И вы сразу разделываете, чтобы на кухне женщинам было проще. Да. Угу. В этом дворе было где-то 250 голов маточного поголовья. Ну, на передержку привозили. А вы младший сын, получается? Я самый младший, да. Вы остаетесь с родителями? Да. К сожалению, родителей сейчас нету в живых, да, где Штельце. И отец, и мать. Отца нету уже 10 лет, а мама уже 4-й год как не стала. У меня двое, мальчик и девочка. А вашей жене сколько лет? 32 года. Ну посмотрите, ловкими движениями топора в несколько секунд уже разделана туша. Вы сами, получается, отсюда, с этого села. А жена у вас откуда? Село Борзой, Шатойский район. Ой, это же далеко отсюда. Да. А как вы нашли свою супругу? Вас 150 километров разделяет, ну или 100? Ну, это секрет. Ну, Секрет? Всевышний познакомил, ну как А сказать. где познакомил Всевышний вас? В Грозном. Мясо мы с вами разделали. Ага. И сейчас мы его поставим вариться, Да, да? мы сейчас Вы это расскажите-то про жену, знаете, как интересно. Ну, давайте потом продолжим. Ладно, хорошо. Здесь мы видим, Так, смотрите, Коробочки, эта поилка да? специально, я ее с улицы приделал, потому что они ее затаптывают и вот ага, так пачкается. как попугайчиком вы налили. Да, вот, смотрите. Вот сейчас Это- вот дверь открывать им не это- холодно? Не, нормально, нет, конечно. Это какая порода, говорите? Это Red Bro, французский бройлер. Red Bro. Да, красный бройлер. Сколько они килограмм мяса дают? Ой, ну, заявлено 5-6 килограммов, говорят. Да, ну, не Вы знаю. только начали разводить? Ну, это чисто для себя так. Вот, смотрите, это я для чего купил. Сейчас они подрастут немножко, через месяц я их вывожу. У меня в клетках падает комбикорм. Остатки корма, чтобы... Корма, которые падают, у меня там коридорчик. надорманили. Да, чтобы они это все Да, подбирали. да. Аж целая плита нам нужна, чтобы сварить наше мясо. Да. Так, здесь у нас 30 литров. Нам хватит 2,5. А вы так, да? ложки, да. А я думала, мы же все на глаз это делаем. Ну, это тоже Вы как бы по получается, расчету? как бы, ну, на глаз. Ну, мы сделаем все-таки 3 ложки. И на глаз. Да. 3 ложки и на глаз. Вы все кормите дробленой кукурузой, да? С нуля? Она у нас родила 2 девочек. Ага. Недавно окатила, что ли? Да, неделю назад где-то она принесла двойник. Ну, литра 3, наверное, она Молока дает. в день дает, да, коза? Посмотрите, это вот ночью окатились. Вот она как раз легла рожать. Ей, скорее всего, надо помогать уже. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо, тихо, не перебивайте, тихо. Посмотрите, там у нас лежит овца, рожает. Сейчас в Чечне начинается окот. Ага. Молодец. Вот бы мне такую помощницу. Равномерно обратно сыпьте, Ага. сыпьте. Вот, хорошо. Это клетка, это все бараны у нас. Порода Дорпер. Дорпер. Да.
Порода выведена путем скрещивания двух пород, Дорсет Хрон и персидская овца. Ага. В 1930 году, насколько я помню, ее выводили, ну как бы читал. Вот, в общем, для засушливых регионов Южной Африки. Вот. Теперь они перебрались и в Австралию, и в Германию, сейчас они и по России, и в Чечне. Вот, я их покупал. В первую очередь я начал покупать у Евгения Гнутова, это из Варениковска, Краснодарского края. Вот, хороший человек, очень такой, уважаю его, заводчик Дорперов, вот, один из первых заводчиков. Потом я у Сергея Катринца купил барана Самсона, за 500 тысяч покупал барана производителя. Один баран 500 тысяч рублей? Да, обязательно должна быть черная голова и белое туловище. Время года сейчас зима, они такие невзрачные, летом они все такие белоснежные, линяют, стричь их не надо. Так, некоторые просто достригать спиночки и все. А так они в целом линяют. Очень уникальная Вообще порода. стрижете их? Да, достригаю. В год 1-2 раза линяют. Линька у них хорошая, да. Кубка? Нет. Кубка, да, но у меня ямы нету, я их опрыскиваю керхером. Обработка, проглистовка, вакцинация, все это, конечно, в плановом режиме это все делается с ветрами. Каждая овца чипирована с клеймом. Сколько стоит килограмм мяса? Ну, смотрите, килограмм мяса именно чистого Дорпера, вот как бы в Чечне чисто на мясо их не продают. Не Почему? продают? Не продают, потому что мясом получается очень дорого. Вот. Ну сколько стоит в теории? В теории в Москве стоит 3000 рублей килограмм. От 3000 рублей килограмм стоит мясо. Обычное мясо у нас стоит 650 рублей. Баранина, да? Баранина, да, 650 рублей стоит. И как бы, ну, в Чечне за 3000 рублей мясо, ну, не покупают. То есть вы Почему? хотите сказать, я сегодня буду есть очень дорогое мясо? Ну, да, можно сказать так. Ой-ой-ой. Ну, оно, главное, очень вкусное. Ну уж, наверное. Смотрите, ценность этих дорперов, баранов производителей, они как бы могут поглощать других овец. Люди покупают на племя, вот, пускают в обычное стадо, там на мериносов, на романовских, получают путем подлутительного скрещивания кросс F1, F2, F1 это первое поколение, F2 это второе поколение. Вот, мясо уже сразу в первом поколении улучшается мясо, качество мяса без запаха получается мясо. Даже Запаха нету, я тоже запаха вообще понюхала нет, да, сразу. очень вкусное мясо, мясо нежное очень. И очень большой выход мяса от костей. Живой Дорпер, он стоит как бы в зависимости от класса элиты, от происхождения. Вот это все дети Камри. А вот этот баран сын Титана. У меня был Титан тоже с Мираторга, а это его сыночек. Очень хороший, детей дает, прям шикарно, прям таких хороших детей. Но они красивые сами по себе. Вот эти матки. Это матки. Да, это матки, это третий, четвертый отсорт. Например, вот эта матка, которая волосатая, да, Ага, вот ну, так. больше 100 килограммов, она очень крупная, это самая большая матка. В общем, в целом, все вот эти вот матки, вот это Кая Дорпер, чистый, уже не брал. А вот это вот дочь вон той большой матки. Вот, дочь, видите, как она похожа на нее и физически. А такие бараны, они вообще молочные или нет? Нет, это, ну, мясомолочная порода, но у них по 2 ягненка и... Сколько у них очень- молока выходит? Я их не даю, так как не могу сказать. Но судя по вымени, у них очень много молока. Просто Вот, да. интересно И было. очень жирное у них молоко. И, кстати, эти овцы, они дольше всех кормят ягненка. Дольше они стоят на одном месте, пока ягненок прям вот не наестся. Вот. Хозяйство у вас большое, чистое, аккуратное. Овцы чистые. Тьфу-тьфу, не сглазить. Маша. Спасибо, спасибо. Пока. Посмотрите, как выглядят ягнята. Это вот Аккот, да, был ночью? Только ночью родился. Овца окатилась. Рассмотрите, как выглядит эта порода. Черные головы. Прям аккуратно-аккуратно. Как балаклава одета. И белое туловище. Даже ничего не пахнет. А это получается у нас внук Самсона. Да? Да. Внук или внучка, там один
вот так вот на эту ветку я даю вот таких здоровых 3 кита штуданки. Вы скажите, корма закупаете или заготавливаете? Закупаете. Сколько стоит у вас? Ну, давайте вот. С доставкой в этом году с доставкой 180 рублей. Тюк. Да, тюка. 180 рублей один тюк. Я всегда спрашиваю эти вопросы, чтобы люди могли анализировать в каждом регионе, что сколько стоит. Кукуруза 14 рублей. Кукуруза 14 рублей килограмм. Овес летом из-под комбайна покупал по 12 рублей. Овес 12 рублей. Эльвира, это вам солома. Ага. Разбирайте тюк и разбрасывайте, чтобы... Вот, ну, смотри, да? Я не пользуюсь, Я тоже похоже. Не пользуюсь. Через день? Вот так вот выглядит большое хозяйство. Вот эту работу вы выполняете каждый день. Каждый день сам выполняю, утром и вечером. А кто у вас помощник? Сам себе помогу. Жена выходит? Вообще Ну, жены? когда меня дома нет, да, она все А делает. когда вы дома? Я сам делаю. всё. Чеченские жены не выходят. Почему не уходит? Выходит. Вот, ну, просто я хозяйство не доверяю. Как сказать, не доверяю. Сами. Тут, да, нежданчиков очень много бывает, поэтому приходится самому все делать. Вот. А когда я там на выезде или задерживаюсь, там бывает, на похороны поехал, меня нет. Супруга все это знает, она все выходит. Одна без хвоста, там немка у нас ходит. Это хвостатые овцы. Да, это ну, я хвосты не купирую, хвосты, потому что, ну, мне так нравится. Всевышний дал им эти хвосты. Кто-то обрезает, кто-то нет. Но просто я заметил еще одну особенность. Когда хвосты отрезаешь, у них ректальный пролапс, болезнь такая появляется. Ага. У них ослабевает мышца. Кишка. И, да, кишка вылазит. Потом. Это очень есть нехорошо. Геморрой, что ли, если Ну так да, называть? можно сказать это. Вот такой у меня сегодня помощник. Удобно, да, кормушки с улицы. Ага, Заходить вообще не удобно. надо, да. С ягнятами, которые сейчас родились, где-то 120 голов, наверное. Машаллах. Так, тут вода подмерзла. Так, ну, это я обогреватель сюда поставил, он греет, но я вчера забыл кабель включить, тепло же было. Ага. А вечером пришел, уже все замерзло. Вот это. Так, давайте, девочки. Вы помимо того, что разводите овец, вы еще работаете где-то. Да, я работаю в санатории мануальным терапевтом. Здесь неподалеку один санаторий есть, да? Да, у нас есть очень хороший, очень знаменитый курорт Кавказский. Ну, я думаю, что наверняка многие услышали про этот санаторий. Конечно, да, сюда Да. приезжает. У меня очень много пациентов с Казани. Да? С моей Казани? Да. Массажист, костоправ по старинке назывались. Костоправы, сейчас мануальные терапевты. Это внуки Титана. Так смешно они линяют. Аккуратно, главное. Да. Сейчас пойдем поить. О, у вас удобно со шлангом, Да. да? Берем шланг. Вот эта группа будет скоро на продажу. Уже есть покупатели? Ну, как сказать, именно покупателей нету, я еще пока не выставлял. А давайте, Ну, знаете, так как мы покупают. поступим? Я оставлю ваш номер телефона в описании. У меня очень много фермеров смотрит. Я уверена, что кто-то захочет опытом обменяться, кто-то захочет Хорошо, купить. очень хорошо. Да? Давайте я Я буду оставлю. рад делиться опытом, да, Да. если кому баранчики нужны будут, хорошие баранчики, да? Да. Вот, по Может, окрасу, кто-то да, по захочет. типу, да, если кто-то захочет. Конечно, ради бога, в конечно, описании да. к этому видео я оставлю номер телефона Бекхана. Я оставлю и телеграм,
Инстаграм и номер телефона. Кто по России, звоните. По поводу продажи будут интересоваться. Может быть, у вас какие-то общие темы появятся с фермерами. Может быть. Смотрите, труба горячая. Она горячая. Тут у меня проходит по всей трубе теплый кабель, да. Нагревающийся, саморегулирует. Ну там градусов 50 он нагревается и постоянная теплая вода идет. А стояки мерзнут просто. В Чечне много вас, кто разводит породу В Дорпер? Чечне у нас несколько человек, но на сегодняшний день я самый крупный Да? заводчик Дорпера, да, так как ну кто-то сдался, кто-то убрал, кому-то не пошло, Невыгодно. да. Ну кто-то терпения не имеет, чтобы каждый день тут работать. Конечно. Это дело надо любить. Здесь нужно терпение. Вот. Кто-то думает, что если там купил ягненка, да, через год он должен стать вот такой маткой. Вот этой матке, например, она 22-го года, ей 4 года. уже. Да, 4 года, и у нее сейчас был третий опот у нее был. В год она родила. Вот эта большая, которая вон ходит, да, вот самая большая на нее похожа, она у нее вторым окотом. Вот. А дети вот от таких вот родителей, как бы, ну, будут на продажу. Какие они интересные, вот эти малявки. Это у меня покатившиеся стоят, это матки, которые не называются ягнятами, которые теряют ягнят. Вот, например, вот эта матка, она не теряет своих ягнят, она очень хорошо за ним, она вторым окотом. А те, кто первым окотом, они просто теряют ягнят, поэтому их нужно недельки-две Отделять уже, придержать, да, отделять. потом еще другие ягнята воруют молоко друг у друга, например, они стоят, кушают, да, и ягнята начинают воровать молоко, а потом другим не хватает. Держите. Вот это, вот они мои Да. золотые, чистокровные, чистопородные. Это племенные. когда окатились? Ну, им где-то, наверное, ну, дней 10, наверное. Да? Да. Такие Они, крепенькие. они не воняют. Не воняют. Нет, даже приятненькие очень. Вот, посмотрите. Крепкие, мощные Да. сами. Смотришь на них, они Грудки такие мощные. маленькие, да, они такие крепкие, Крепкие, как прям прям тяжелые, тяжеленькие, да. тугие. Этот килограммов 10, наверное, будет уже. Там килограммов 8, может, чуть поменьше. Я с этими овцами настолько сильно устаю, когда я копыта постригаю. Как будто я там, ну, на тренировку, да, хороший спарринг, допустим, сделал. Вот таким образом устаю. А вы так сам спортсмен, много лет спортом занимались? Ну да, я занимался, я выступал за Волгоградскую академию МВД рукопашными боями. Какой у вас тухум? У меня тухумый перлой. Как? Эрло. Теро. Да, перло. Теро. Перло. У нас в тейпе есть 25 подразделений. Вот, я эшни. Тейп это у нас эрлой, а тухум это у нас эшни. Все. Вот он. Вот я. Крупный ягненок, походу. Ай, машалла. Все. Баранчик. Все, Живой. живой. Все. Машалла. Это зачем сделано? Чтобы и поняла свой? Чтобы она взяла его. Как будто крупный. Да, он очень крупный, она бы никогда не родила его. Очень крупный. Вот, Эльвира, вы хотели роды? Еще такие тяжелые. Все, окатилась у нас овца. Бекхан помог ей, говорит, сама бы она никогда не окатилась. Никогда. Ягненок килограммов на 5. Ягненок огромный вышел. Ноги длинные. Очень крупный будет. Поздравляю вас. Вот к чему надо быть готовым дорпероводом. Угу. Мы сейчас такие сложные роды принимали. Это вообще. Это то, что когда она родила на первоход, она могла вскочить и убежать. Просто я ей в рот намазывал то, что послед, да. В первую очередь овечка всегда лижет лицо, морду. Мы с вами вернулись в дом к женщинам. Сейчас мы будем показывать, как готовятся чеченские блюда, накрывать стол. Я уже привела себя в порядок после тяжелых родов. У нас же овца окатилась, мы роды принимали. Поэтому так долго были. Да. Ну, к гостям. Бекхан такие тяжелые роды принял. Это черемшак, горный лук. В Чечне он растет только зимой. Сезон у него, да? Сезон сейчас, Мгм. да, к весне. Ну, вот, начинает Пахнет расти. Это у нас
любимые блюда, как бы, и жареную черемшу кушают, и галушки из нее делают. Мгм. А его так можно сырым кушать или его надо обязательно варить? Нет, так он не очень. Не очень? Значит, Его не кушают обычно пожарить чуть-чуть на топленом масле. Мгм. Что нам нужно вообще из этого? Главное вот эта Да, часть. главное вот эта Это нам часть. не нужна? Не нужно, да. Все, мы, значит, должны с вами Чистить. почистить. Мгм. Хорошо. Вам, Лейла, сколько лет? Мне 48. Вы, правда, невероятная красотка. Смотрите, какая она роскошная женщина. Вы, Лейла, замужем? Нет, не замужем. Такая роскошная Ну, женщина. была замужем. И не замужем. Была, у меня 3 дочки, О, 3 машалла. красавицы. Вы где работаете? Я работаю поваром национальной кухни, ну, универсалом. И европейскую кухню готовлю, и национальную. А вы сами где живете? Из этого села? Нет, я неподалеку, у нас село рядом. Мгм. Есть такое село Новошарой. Новошарой. Да, Новошарой. А вот у Есть, вас какой тейп? Тейп, я шару. Шара. Ага. Я спрашиваю всех, какой тейп, чтобы хотя бы мы имели представление, что это такое. Тейп — это у них род, откуда они родом. Да, да. Вообще практикуется ли, что чеченцы женятся на других национальностях? Конечно, Да? конечно, женятся. У меня бабушка приняла ислам. А на чеченском языке вы разговариваете как на родном, несмотря на то, что Ну, бабушка... я-то выросла, родилась, где жила бабушка, но выросла-то я все равно в Чечне. И родной язык у меня Чеченский. чеченский. Чеченский язык очень сложный. Нет, не сложный, очень быстро. У меня одноклассницы русская, осетинка, и они очень хорошо разговаривают Да? на чеченском. Выучили? Да. К нам приходят гости. Здравствуйте, валейкум салам. Здравствуйте. Раматуллаху баракату. Валейкум салам. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Валейкум ассалам. Мама, Мария, молодец. С приездом вас. Халацу, мама, халацу. Аша, заходи. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Полная легкая дня, потому что Какие у нас очаровательные, красивые гости пришли. Да? Да. А ты со всеми обнялась, со мной не обнялась? А можно обниматься? Нужно. Как вас зовут? Асет, да. Асет. Я Марика. Марика? Я Эльвира. Асет и Марика. Мне тоже очень приятно. Очень красиво. Рады нас видеть. Тоже на вас похоже, смугленькая тоже. Темненькая, ага. Мулаточка наша, да. Лейла, давайте мне задание. Как нужно резать черемшу, научите. Да? Да. Чуть-чуть можно крупнее. Покрупнее, да? Но все равно будет мягкое. Кастрюльку нужна. Сейчас мы делаем тесто на что? На хинку на чепку. Ну, например, 200 мл вот этот стакан. 2 стакана. Хорошо. Примерно, да. Хинговый чепелш. Это у нас 2 основных блюда. Национальная Чеченская кухня. Да, чеченская национальная кухня. Соль. 2 стакана, вот 500 миллилитров. Да, вот. На 500 миллилитров, вот, ну, половина чайной ложки, потому что на литр чай. И Сода. соли тоже так же, вот столечко примерно. Соль, сода, кефир, мука. Вот все, что входит в состав хингова и чепелш. Да. Литр кефира должно быть ровно 950 грамм муки. Вот такой должно быть. Видишь, вот так берешь, и она вот Нежное тесто. такой должно. Мгм. Ну что? И берется и У падает. нас уже гости пришли. Да, Малика, Машова. Тебе еще Малика. Да, Маша, да, Маша, ладно. Райан, мерти тарел. Нормально. Юхудова мерцеет. Ну, что за речи? Бахта, Аудина, Бухва. В нашу черемшу мы добавили немного воды, топленое масло. И теперь ставим обжариваться. Да, Лейла? Нет, просто чуть-чуть потушите, чтобы она была мягкая. Можете. Все, на сколько минут? Минут 5-7. Тут у нас варится, посмотрите, сушеное мясо. Тут у нас сейчас обжаривается черемша. Тут у нас варится баранья голова А для чепугаш важно, чтобы он был соленый. и сухой. Да, Это начинка на чепелш. да, на чепугаш. Да.
Нахингал начинка. Это нахингал. Сюда добавляется для вкуса соль немножко, сахар. И чтобы она не была приторно-сладкая, добавляется чебрец молотый. Это у нас тыква, здесь соль, сахар и чебрец, чтобы не было приторно. Такой творог вкусный. Чабан. А с собой возьму его, наверное. Смотрю, вкусный. Надо будет в Казань увезти такой. Добавляем зеленый лук. Намешиваем тесто на галушки. Тут у нас мука, соль, подсолнечное масло и горячая вода. А желательно в бульон. Надо замешивать. Очень крутое тесто. Добавили 2 стакана горячей воды. Крутое тесто должно. Так, передаю вам. Как профессионалу. У нас в древние времена, испокон веков вообще считается, хорошая хозяйка замешивает тесто и не остается вот чашка чистая. Ага, да. Крутое тесто. Уже дефи, мы почему что? Мышца як милость. Все, Буквально несколько минут ее пропарили. Здесь мы замешиваем тесто на кукурузные галушки. Кукурузные. Пачан сискал называется. Чансискал. Да. Сколько? Все? Все правильно. Соль. А чем вообще занимаются чеченские женщины? Вот что они делают? Чеченские женщины кушать готовят, воспитывают детей, кормят мужа, детей. Это основная Встречают гостей, улыбаются. Как часто в доме бывают гости? Гости у нас обычно как приходили? Гости даже не звонили, это сейчас звонят, мы придем. А раньше нет, мы могли бы утром приходить гости, и все, гостей надо встречать с почетом. Вы во сколько лет выходили замуж? Сколько вам было лет? Мне 18. 18. Это было 30 лет назад. Вот когда вы выходили замуж, как знакомилась молодежь тогда? Как вы познакомились со своим мужем? У нас как вот хорошие семьи предлагают, например, ищут девочку, да, для Начинают своего искать. сына, искать из хорошей семьи там. Если у нее мать, отец очень хорошо воспитаны, вот, и значит дочка хорошо обязательно будет воспитана. Поэтому вот так. И вот так знакомиться им давали, пообщаться давали. Получается, родители жениха нашли вашу семью и начали присматриваться, Но да? у меня нет, в нашем случае я вообще по соседству замужем была. Я знала своего мужа А, из да? детства. Что было тогда на Махрах? У нас еще военное время было, кто Да, 30 лет назад война я была. вот когда у нас барана огромного, и там Колымбу, я не помню. уже Деньги сколько. давали? Да, деньги давали обязательно, но я уже не помню это сколько, честно сказать. А помните, на что потратили? Родителям отдали или себе оставили? Ну, обычно родителям отдали. Родителям потому что отдали. они тратятся и все такое. На свадьбе, да? Да, да, родители. Все, засыпаем сюда соду Такая будет, если уж идем. и кефир, да? Да. Все, и кефир влили. Эту чансискал начиняют разные очень, как я говорила. Если внутренний жир, кто любит, засыпает сюда внутренний жир и с творогом тоже замешивают тесто. У вас сейчас дочке старшей 26, да, вы сказали? Она замужем? Нет? Нет, еще. А как вот сейчас знакомится молодежь? Присматриваются, уже У начинают? нас эта традиция, конечно, осталась. Семьи, там вот мама хорошая, дочка хорошая, семьи. Осталась эта традиция. Но сейчас молодежь сами даже знакомится. В университетах учатся, друг друга знают, узнают, знакомятся. Потом, если, конечно, она собирается замуж, обязательно присматривают семью, какая семья, от какой семьи он. И дочку смотрит. И как... А у меня есть один хороший парень, не женатый. Недавно я была на свадьбе, один парень женился, у него друг остался не женатый. Вот он, если посмотрит это видео, имей в виду, здесь есть у нас невеста. Есть разница, за какой-то тейп выходит замуж, какой-то тейп не женится или без разницы? Нет, это нет. Без разницы. Друзья мои, сейчас мы с вами срочно прервемся на 1 минуту. Я вам покажу потрясающую гостиницу в Грозном, где я остановилась. Повторюсь, это просто лучшая гостиница, которую я могла найти в Грозном.
Тут у нас вот такой огромный столик. Посмотрите, размеры комнаты, она огромная. Здесь двуспальная кровать. Как здесь вкусно пахнет. Голова кружится от того, как здесь чисто, вкусно пахнет. Убрались сегодня. Просто потрясающий вид из окна. Тут у нас мечеть, сердце Чечни. Здесь у нас торговый центр. Вечером здесь все будет светиться, сиять. Это просто, наверное, лучшая гостиница, лучшая локация, которую я могла найти. Гостиница называется Донна Отель. Ну и посмотрите, как выглядит санузел. Чистенький, беленький, идеальный. Здесь у нас комплекты, халатики висят, полотенца. Идеально чистые, белоснежные наборы. Давайте я вам покажу, что мне подарили на свадьбе. Я, когда открывала, я была шокирована. Вот такой вот шикарный подарок мне подарили. Он дорогой. От этого мне стало еще больше неудобно. Ой, ой, знаете, какие они вкусные. Сейчас мы делаем по часиску. Да. Катаем в такие колобочки. Угу. Вот. Я тоже хочу, можно? Да, можно. Спасибо. Потом вот так. Получается? Да. Формируем на небольшие колобочки. Кладем, сколько вместится. Сколько вместится сюда. Вот так, и аккуратно закрываем. По кругу вот так дощупываем. Сколько поместится? Кладем. Да, лучку закрылась. Вот так. Ага. Вот так должно получиться, Да, да? чуть-чуть еще прижми. Угу. Вот так, посмотрите, прижимаем. И вот такая красотишка у нас должна получиться. Мясо вареное готово. Мясо все отвалилось? Да, мясо сварилось. Голова барана сварилась. Вот, ножки сварились. У вас чеченцы головой тоже гостей угощают, да? Это знак уважения, вот то, что ты вот в честь гости зарезали барана и голову подают, курдюк. То есть, если увидишь на столе у чеченцев голову, Это значит, он уважаемый гость. Бекхан сегодня, представляете, зарезал барана, еще своей дорогой породы. Да, да. Она, между прочим, где-то 100-150 тысяч, 200 тысяч Вот, стоит. я Да. же говорю, очень дорогой породы. Видите, колбасики, эти национальные колбасики. Вот эта колбаса у нас идет, начинка здесь, кукурузная мука, жир, говяжий лук здесь. А тут требуха. Это баранина. Как называется? Эта колбаса называется ёж, то есть кишки. Ёж, кишки. Это баранина кишки, а это говядина. Это называется марш. Марш. Это все у вас домашнее, да? Как я? Домашняя колбаса. Мы сейчас делим тесто на Чтобы галушки. удобнее, Мгм. быстро. Да. Много масла надо, да? А вот вы, Асят, расскажите, как вы выходили замуж? Вам сколько лет? Мне 52. Сколько? Да ну вы бросьте. Ну сегодня у меня какие-то вообще все красотки собрались роскошные. Правда, что ли, 52? Я родилась 17-го, 06-го, 73-го. Не врет. Вы выходили замуж тоже примерно лет 30 назад, да? Я вышла замуж, мне исполнилось 20 лет. Я поступила в университет. Где вы учились? У нас в городе Грозном. У нас 3 девочки, 1 брат. Папа открыл коммерческий магазин. Вот тогда, в 93-м году. Получается, вы из богатой семьи. Я бы сказала, И состоятельной, давайте вот так назовем. очень уважаемой семьи, Ага. так как наш папа, он был по тем временам, очень смуа, да? Очень уважаемый ученый. Случаи, которые кровные мести, раздоры, все проходило через нашего папу. И всем этом у нас папа учил физическому труду, чтобы в жизни мы Всё умели делать. не зависели и могли выйти из любого положения. И он мне поставил этот магазин коммерческий, и я начинала там свой бизнес.
И вот в этом магазине один из моих хороших друзей познакомил меня с будущим мужем. Я городская, он сельский, единственная в семье, 6 сестер. Цей Чингу, мы Зумского, ну это, наверное, да. Но это разные кланы. Все-таки младшая в семье, еще только-только закончила школу. Очень такая общительная была. День, два, три он там. А он сразу говорит, давай замуж выходи, да? Сразу, да. На 7-й день мы с ним составили план. Я в этот день иду на день рождения своей подруги. В этот день я не открыла магазин, не вышла на работу. Я взяла с собой пакетик, платьишко, платочек, туфельки. Ну вы уже понимаете, какой у них план был составлен, да? И знаете, что самое интересное? По тем временам это вообще был такой крик. Все не понимали, потому что весь наш двор и приближенное к двору место было забито машинами. И люди не знали, с какого дома выходит невеста. Как бы все в курсе бывает, что происходит, а тут нет никакой информации. Позвала свою подругу, чтобы она меня вывела, мне надо передать. Чтобы кто-то передал. Да. И это все происходит прямо рядом, вот прямо с подъездом. Подъезд, выходишь, 2-3 ступеньки, машина стоит. Я тайком вышла. Да. Такая любовь была? Родители простили? Нет, приехали родители, отправили стариков, и папа не давал добро. Не давал? Нет, он сказал вернуть дочь. Ни в коем случае, она маленькая, она глупенькая, эта девочка не для села. Они не сдавались, а потом вторая попытка была, вторая попытка тоже неудачная была. И они нашли человека среди своего круга, который в Казахстане, когда они жили в Казахстане, знал моего отца. Он пришел и очень попросил моего папу. Из уважения к нему, так как он первый раз пришел к нам в дом, папа дал добро. Получается, 33 года вы с ним прожили. Сколько у вас детей? 6. Машаллах. 3 Прекрасно. и 3 дочери. Замуж надо выходить за человека, который знает чьи-то корни. Это судьба, говорят. То есть вы хотите сказать, родители правы? Всегда Конечно. надо слушать родителей. Обязательно. Сказали нет, значит не иди наперекор родителям. Обязательно. Это самый хороший учитель, родитель. Это человек, который тебе желает всегда добро. И выходить надо замуж за человека реально своего круга, своего клана. Когда есть вот эта сплоченность между его родителями, в плане знакомства, да, знают, откуда ты, чья ты, твой род. У них свои традиции, да, свои правила в доме. У каждого тейпа отличаются? Отличаются, конечно. А вашим дочкам сколько лет? Сыну 31, дочери 29, сыну 26, сыну 24, дочери 19 и 14. Все замужем уже, наверное? Нет, Ну, нет. Старшие? Нет. Девочка? Дома. Да? Да, со мной все. Они не считают, что они опоздали, или вот как они родились, как им было написано, да. Скажите, ваши дети будут выходить замуж за чеченцев? Конечно. Если свой тейп представляете. Сами будете подбирать кого-то Если бы или... я подбирала, они уже были бы все обустроены. Скажите, кем вы сейчас работаете и кем работает ваш муж? Отец детей, он по бизнесу, много лет занимается бизнесом. А он у нас муж не говорит. А вы муж не говорите, да? То есть Да. отец детей, правильно говорите? Ну, это как-то вот, да. Хорошо. Отец ваших детей бизнесмен. Да. Вы? Департамент социальной защиты населения города Москвы, Центрального округа экономики. Я советник детского здравоохранения, общественный деятель. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах. Аллаху акбар. Аллаху Акбар. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи. Аллаху акбар. Аллаху Акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Сами Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху Акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Сами Аллаху лиман хамида. Аллаху акбар. Аллаху Акбар. Аллаху акбар. Аллаху Акбар. Аллаху акбар. Аллаху Акбар. Фатиха.
Мы делаем галушки. Уже накатали. Давайте научите нас, как правильно их делать. 3 пальца берем. Чуть-чуть вот так делаем, чтобы вот... Вот так, да, у нас дома? Давайте. Вот вы живете в Москве. Как часто вы готовите дома чеченские блюда? Каждый день. Наше любимое блюдо – это у нас кукурузная каша. Обязательно топленое домашнее сливочное масло. Сейчас мне рассказывают чеченки, что они очень любят калмыцкий чай. Вы представляете? Это очень Я удивилась. вкусно. Все. Так делаем. Угу. Понемножку закинем. Я буду перемешивать. Аккуратно. Гости к нам спешат. У нас такая есть примета. Если что-то упало, чья, чей, ложка чья. Женщина. Значит, к нам придет женщина. Ой. А если хингал упал, то мужчина. Если нож упал, то мужчина, да? Ты разрешаешь резать ананас? Сейчас мы с вами должны почистить чеснок. Нам надо много чеснока для соуса. Заготовили мясо, да? Ага. Теперь мы рассыпаем их по подносу, по большому бегану. Какое мясо шикарное, да, прям? Да. Вот это у нас порода овец. Как вкусно пахнет мясо, ароматное. С вами нарезаем нашу колбасу ливерную, это домашняя колбаса, выкладываем на джиджигалнаш. И сейчас будем подавать к столу. Это хингал. Национальное блюдо хингал, тыква. Смотрите, как у нас готовится хингал. Тонкая, раскатанная лепешка. Положили начинку из тыквы. Да. И сейчас все это обжариваем на сухой сковородке на садже. Так как красиво, ярко. Так, этим временем достали мы. Все, голову Баранью сразу к столу, да, подаем? Да. Так, несем голову. Первый подаем голову сюда. И посмотрите, сейчас обильно поливают топленым маслом наш хингал. Хингал всегда идет одна начинка, тыква, да? Да, да. Это ваш чеченский десерт. Да. Присаживаются женщины за стол с мужчинами? Ну, если такие моменты бывают вот, с гостями, нельзя. А если свой вот семейный круг, вот, близкий родственник, тогда садимся. Ну, а, например, сегодня женщины присядут за стол с Да, мужчинами? сегодня можно. Да? Можно. Сегодня. Если мужчины разрешают, Да, мужчина. то вы можете да, присаживаться за стол. Приглашают. Да. Мгм. Бе, говорят, что там перчатки где-то есть. Там посушите. Когда много начинки. Тарелки там, если нужны будут. Это вы с собой принесли гостиниц, Да, шашлыки да, и да. рис. Да. Мгм. Красота какая. Очень вкусный люля-кебаб. Так, вот этот сок вот так сливаем. И рис получается такой насыщенный у нас. Как вкусно пахнет. Вот попробуйте. Это баранина. Шашлык из баранины. Вываливаем курочку, а потом будем менять ее. Лепим с вами кукурузные галушки. Ой, тесто горячее. Вы пальцем приминаете, что ли? Да, да, да. И круглые тоже делают. Да? А, мгм. Сейчас мы с вами готовим чепал. Берем тесто. Также раскатываем его тоненько. Ну, как можно меньше муки, чтобы было мягкое, чтобы осталось. Вот и поток. Так, ну все. Просто вот так.
пышный. Да, действительно. Потом складываем так. И на сковородке раскрываем. Буквально несколько минут обжариваем с каждой стороны, и блюдо готово. Перемешиваем наши галушки аккуратно, чтобы их не сломать. Тесто очень хрупкое. И смотрите, какое шикарное блюдо подают к столу. Ага, теперь надо. Места вам много. Шашлыки. Да, места много занимает, нам еще много. Все нам еще, да, и хингал, и джигал наш. Наши галушки уже всплыли. Еще 2-3 минутки, и можно будет их снимать с огня. Подавать в другую тарелочку. Сейчас в другую тарелочку переложу. Так, перешли. Что ты делать-то? Она готова. Творог добавим. Хингал вот так нарезают, и теперь все, могу к столу. Да. И теперь уношу к столу. Это у нас вареники с черемшой и с творогом. Это тоже ваше традиционное блюдо, да? Да, это наше традиционное блюдо, и оно сезонное. Вот сейчас Как раз сезон. сезон черемши. Везде черемша, везде. И в ресторанах, и в кафе, и на рынке. Аж хается больше, аж не несешь, как наверх. Вот тебя аж уже хается больше, аж не несешь. Так, вареники эти кушаются с маслом топленым, сливочным. Сливочное масло есть топленое. Вот. И можно со сметаной. Вот эта часть мяса, вот это вот кусочек, это грудинка. Это вот грудинку специально так вырезают для гостей. Давайте я вам сейчас расскажу, что есть на нашем столе. Посмотрите, это у нас блюдо называется хингал с тыквенной начинкой. Здесь мы приготовили джиджигал наш. Здесь у нас есть домашняя колбаса, вареная баранина. Тут у нас колбаса тоже, да, домашняя в желудочках. Это у нас галушки. Кукурузный. Да, тут у нас вот такое вот шикарное, красивое блюдо. Это шашлыки с рисом. Тут у нас сушеное мясо. Это у нас специально подается для очень дорогих гостей барашка, ножки запеченные. А также у нас вот такая вот красота только дорогому гостю. Это вот вырезка специально для гостей. И Грудинка, да, специально для гостей подается. видите, вот как вырезана она. Сискал пача. Это у нас кукурузные лепешки, внутри начинка из творога. И здесь у нас вареники из черемши и творога. С черемшой, творогом, приготовлен. Чепалш обязательно. И чепалш. Да. Эльвира, Наш стол готов. ну, Все справились, все сделали. я-то справился, вы справились, у вас больше работы, чем у меня. Вы гостей всегда сажаете на почетное место, да? Да. Ну, у нас, наверное, почетное место сажает мужчин, но мы сделаем сегодня исключение, так как вы у нас в республике Татарстан. Вот. А, например, чеченскую женщину мы бы туда не посадили. Не посадите? Нет, не посадим. Почему? Потому что это, ну, у нас Традиция. да. А может быть, мне тоже не надо делать исключение? Давайте мужчину. Мы сделаем для вас исключение, и мы уже вас посадили. Я И хочу это согласно вашим традициям. Все, садитесь. Наша И возражать, я знаю, нельзя. Да, наша традиция сегодня будет такова. Так, сейчас я традиционно разберу вот эту вот голову. Вот, бисмилля. Мне положили бараний язычок. Это считается самым деликатесом, да? Бараний глаз. Валайкум салам. Это для чего? Для зрения. Чтобы мои глаза лучше видели. Да, чтобы ваши А глаза- язык еще больше говорил, да? Ну, язык у вас и так хорошо говорит, дай бог. Кстати, Давайте мозги, молоко. они Давайте. очень вкусные. Большую тарелочку. Вот так переложить. Я мозги тоже люблю. Все, и теперь это все кушаем. Так. В чеченском доме гость имеет очень почетное звание, да? Да. Да, даже если мой кровный враг, например, Тебе на порог? да,
пришел ко мне домой, вот, я Обязан его. да, Доставить. оберегать, В обезопасить. своем доме он вам не становится врагом, он становится вашим гостем. Да. Но когда он выходит за порог, Он снова твой враг. ты его обязан предупредить, что с этого момента мы с тобой кровные враги, да? Да, да. А еще я знаю, что в чеченских семьях женщины не должны брать ребенка на руки. Мой сын никогда в моем присутствии не возьмет на руки своего ребенка, не погладит. Даже если он будет к нему подбегать, на коленки проситься, он его будет отгонять. Почему? Это подчеркивает вот родителям вот эту дистанцию, которую вот сын, дочь должны сохранить по отношению к родителям. Вот сын не должен прямо в глаза смотреть, например, родителям, отцу в частности. Для сына отца слово это закон. С нами за стол, например, сейчас он маленький, вот когда подрастет, Лет в 14 он уже не сможет присаживаться с вами за стол? Да. Нет, он может присаживаться, да. В совсем но- близком кругу, наверное. Да, в совсем Да. близком кругу, да. Ну, а когда присутствуют чужие гости, там, да, он будет возле. да, он будет дверей обслуживать, приносить, будет стоять, будет и спрашивать, что вам принести, что это. Но у вас и чеченские женщины в глаза мужчинам не смотрят. Слегка в сторону, вниз взгляд. Прячут глаза, Да. прячут, Да. взгляд опускают. Это скромность. Я всегда смотрю своему собеседнику прямо в глаза, но у нас Нет, наоборот. это понятно. Давайте, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Все, давайте. Все, кушайте, приятного аппетита. Спасибо. С чего нужно первое начать? Глаза. С глаза? Значит, пробуем бараний глаз. Зрачок надо удалить. Удалили. Как душе угодно. Ой, вкусно, это же коллаген, да? Да, настоящий коллаген. Теперь мои глаза будут еще лучше видеть. Пробуем язык Лайла, бараний. и твоя заслуга в этом. Ой, Лейла молодец, конечно, столько Лейла, всего всё шикарно. приготовила, да. Лайла наша любимица. О, бараньи языки, это очень вкусно. Да, это очень вкусно, да. Но если Нежно, бы у барана было бы два языка, второй бы я съел. Да? Я шучу. Но бараний язык это настолько нежно, вкусно. Да, я тоже. Можно со сметаной. Спасибо. Давайте попробуем галушки. Посмотрим начинку. Здесь у нас наша черемша с творогом соленым. Я очень сильно люблю черемшу. Вот эти галушки, они очень вкусные. Очень сильно похоже, знаете, на что? В Кыргызстане есть такая трава, джусай называется. Очень сильно похоже. Вообще вкусно. Это у нас сискалпача. Это кукурузные лепешки, внутри творог с луком. Пача сискал, наоборот? Подчас искал, называется. А я наоборот сискалпача называю, да? Да, подчас искал, это как бы точный перевод. Царский чурек. Царский хлеб. Царский чурек. Очень вкусно и сытное блюдо чувствуется. Так, теперь пришло время попробовать дорпера. Может, эту ножку так отодвинуть у тебя, да? Пока вот так. О, боже, какая сказка. А поскромнее кусочка не было? Нет. Мать моя женщина. Это что? Ну, посмотрите, какой огромный кусок мяса мне положили. Прям вот Лайла, долил. шикарно. Долил, Лайла. Это такая здоровая пища. Это такая прелесть. Я впервые ем докера. Да, я тоже. Давай загадаем желание, чтобы вот этот твой ролик залетел на миллионы, 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 миллионы. Как называется этот Допер. Дорпер. Дорпер. Дорпер? Да, дорпер. Немецкая Это- порода, да? Это мясо дорпера, это южноафриканская порода, чисто кровный австралийский дорпер. Все вы впервые будете пробовать, да? Я тоже впервые. Ну, мясо очень вкусное, не имеет никакого характерного запаха, абсолютно никакого запаха.
Я первый раз, когда пробую что-то, я обязательно загадываю желание. Я хочу загадать желание, чтобы в вашем доме всегда было все хорошо, чтобы было здоровье Спасибо. у вас, у супруги, у ваших детей, чтобы всегда приходили гости в ваш дом, всегда были радостные события, чтобы бараны плодились, Спасибо. Самое его заветное желание. чтобы вы стали самым главным разводчиком дорперов во всей России. Давайте вот так. Начали хорошо, закончили еще лучше. Теперь желание загадано, можно Как пробовать. говорится, ваши слова да Богу в уши. Аминь, пускай так и будет. Посмотрите, мясо Какое нежное, на да? волокна распадается. Вот. Взгляните, мясо очень нежное. Никакого ни запаха, ничего нет. Вкусное мясо. А жир какой вкусный. Прям хочется его. Вот жир я сама по себе очень люблю. Да, прям его хочется кушать. Он Даже очень не вкусный. чувствуется. Да, Я без очень жира мясо вообще не люблю. Так что всем овцеводам скажите, не заводите дорперов. Всем овцеводам передаем, заводите дорперов. А если не знаете, где их приобрести, я вам сразу нашла человека, у кого можно их приобрести. Я это мясо поначалу продавал, когда у нас цена была 350 рублей на мясо, я по 700 продавал. В 2 раза дороже, да, было? Да, в 2 раза дороже. Сейчас у нас цена 650. Соответственно, Ну, 1500. нет, я по 1000 рублей как бы продавал последний раз по 1000 рублей, а так 1200-1000 рублей, ну, в зависимости от клиента. Вот, если клиент хороший, то он как бы, берет большую тушку, берет по 1000 рублей. Если клиент хочет такую маленькую тушку, да, то уже 1200 рублей, только тушка поменьше, маленькая. А вы не сушите мясо баранье? Мы мясо сушим, только сейчас нет. Я хотела себе купить. Ну, если бы у нас было бы сушеное мясо этого барана, мы бы его вам отдали бы так. Вам бы его купить. Спасибо. Сейчас мы с вами попробуем сушеное мясо. Ты такой хочешь, да? Чай да, классно. Мясо тоже очень вкусное. Пакет-то симодала, чай. Вообще очень вкусный стол у нас сегодня. И после марш бахти бохабин цумбельчик это хали цумка. Дерево чинар. А, тоже на дерево? Дерево чинар, это деревянный чинар, и их называется чинар. Он может быть из сладкого плова, он может быть там по-всякому. Я просто знаю, что в Узбекистане чинар это огромное тысячелетнее дерево. Мухаммад, Бог ложкбал, водался. Водался Бог ложкбал. У нас только мясо мясное сегодня. Попробуем рис. Пробуем шашлычки. Такие шашлыки у нас вкусные. Эти шапик давай бишку. Дербу малика, его надо съесть, косточки прям выходят, видите? Машаллах. Чисто ходов. Ну, хастер тоже было. Не хочу. Ой, малик, машаллах. Мясо отделяется от кости. Легко. Теперь все можно кушать. Малика, теперь делись со мной. А то ты так аппетитно взяла этот кусочек, да? Дай мне его, пожалуйста. Он бульон, нет? Он обулон. Вкуснота. Действительно, очень вкусный стол у нас сегодня. А шашлыки какие вкусные. Кушайте, главное, чтобы вы ели. Мы с вами сидим. Достойные ценители кавказской кухни. Я говорю, мы с ней сидим. Вкусно нам. Я еще... Мне чесночный соус подали, а я его пью. Как бульон, вкусно. Давайте еще попробуем теперь чепуш. Я очень люблю чепуш. Это, наверное, мое одно из самых любимых блюд чепуш. Я очень люблю. С чаем хорошо. Мне и с мясом хорошо. Откуда она их не из пригородного? Это очень сильно вкусный стол у нас. Попробуем. Колбасу домашнюю. Это что за колбаса? Это колбаса, там, значит, начинка кукурузная мука, жир, говядина, жир и лук, соль, черный перец.
все горячее. Как это необыкновенно. Да ладно. Даже, да? Федя, Понравилось? Это очень... Я сама по себе люблю требуха, кишки, вообще люблю. Очень. Очень вкусно. Посмотрите, сейчас мы разрезаем домашнюю колбасу посередине, да? Да, вот. Вот такая вот у нас. Это ливерная тоже, да? Да, да. Знаете, как я люблю кишки, желудки? Вот все знают, я жить без них не могу. Вот так вот берем кусок вместе с желудочком. Вот так и кушаем. Я люблю. Это кушаем. В следующий раз к вам приду, будем готовить вместе. Да, да, там. Осчастливилась. Да, это очень вкусно, очень. Вы же знаете, требуха, кишки, это вообще моя любимая. И теперь десерт. Это у нас хингал. Сейчас чай принесут. А у меня вон вода. Хингал, правда, вкусное десертное блюдо. Сладкая-сладкая тыква. А летом, знаешь, как подают ее? С мороженым. Да? Ложится мороженое, заворачиваешь и с мороженым есть. Очень вкусное жирное тесто. Масло топленое. Я хингал попробовала, Лейла, очень вкусный был. Я хотела уже собраться домой, а мне говорят, ага, без чая домой пойдешь. Сначала мясной стол, а потом Сладкий мясное стол. все убираем, потом сладкий стол. А я тогда А дам. какое любимое блюдо вашего мужа? А у меня жареная свое картошка с самое мясом. любимое. Что, не угадала? Нет, фаршированный перец. А фарширован перец. Это ваше любимое блюдо, фаршированный перец? Да, фаршированный перец, борщ. Борщ? Мы с вами попробовали все блюда чеченской кухни. И теперь пора собираться в путь домой. Знаете, эта шапка заработана чисто вот кровными деньгами. Ну, даже не деньгами. Один человек, мой родственник, неделю звонил мне, не могу встать, говорит. Ну, реально не мог встать. Я с кушеткой, со своими всеми делами поехал. Вот, с помощью Всевышнего помог ему встать на ноги, и он подарил мне эту шапку. Ну вот у вас прям шапка и продолжение бороды, да? Да. Я не знаю, можно ли у вас такое говорить, но вы действительно очень красивый мужчина. Спасибо, конечно. Вы очень нужно, молоды главное, почаще выглядите. говорить. Хорошо, вы очень молодо выглядите. Я на комплименты человек щедрый, если это действительно так. У вас жена очень красивая. Спасибо огромное. Но вы знаете, мне, конечно, сейчас немного неудобно, стыдно, скажем, да, у нас не принято да, гордиться, там, смеяться, когда там тебя хвалят, там, говорят, красивый. Ну, у нас в народе нету слова как бы красивый. Красота заключается в том, ну, слово такое есть, но красота мужчины заключается в том, что он действительно мужчина. Вот. Вы мужчина, я вас увидела в работе, как вы Дай Аллах, работаете. чтобы мы всегда оставались такими, и чтобы да. мы никогда не падали духом. У вас очень красивая женщина. Вы посмотрите на Асият, какая она красивая. Ну да, женщина Ваша у нас очень супруга, красивая. Лейла, очень красивая женщина, чеченки, слов нету. Статные, гордые, Вот здесь мне роскошные. приятно, вот тут я могу улыбнуться. Я горжусь, что я чеченец, алхамдулилля. Спасибо Аминь, чтоб Эле так Исановичу, то, что нас с вами познакомил. Низкий я ему поклон очень Эле благодарен, Исановичу. да. Баракаллаху ему. Я его очень уважаю. Да, он очень хороший парень, я с ним тоже вот, недавно только познакомился и очень рад, что мы с ним познакомились. Для меня Иса это не просто чеченский парень, с которым я познакомился, да, ну, я считаю его реально своим братом. Эли Потому что Исановичу он очень большой хороший низкий парень, поклон. да, очень С хороший большим уважением к нему отношусь. Очень. Салам тебе, Али. Сейчас вот я езжу по вашей республике, и благодаря таким людям, как вы, как ваши друзья, как ваши родственники, мы развиваем все стереотипы, все мифы. Конечно. И я вижу чеченцев как добродушных, гостеприимных, веселых людей. Гостеприимство и добродушие у чеченцев было испокон веков. Вот, у нас всегда, когда приходил гость, вот, резали барана. Если барана не было, то индюка резали. Индюка нету, то хотя бы курицу резали. Обязательно кровопускание делали, но это в дань уважения данному гостю. Я замечательно провела с вами время, мы познакомили наших зрителей с чеченской кухней, с вашими людьми, с вашими традициями. Я очень рад, что вам все понравилось. Очень, очень.
Приезжайте почаще, Мы приедем. обязательно. Будем вам рады. Вы меня только позовите, я приеду сразу. Еще один вопрос. Вы старше меня. Как я должна к вам обращаться? По имени, вот я вас называю Бирхан, вас Асият. Это нормально, то есть Это по нормально, имени. да. У Вы- нас по отчеству вообще в народе у нас по отчеству не называют. Допустим, Бирхан Хамзатович, да, в моем отца звали Хамзат. Нет, у нас не называют. И если меня спросят, чей ты, да, я должен сказать, например, вот Айлхан Ахмад Энкантусу. Вот я сначала говорю имя своего прадеда, потом дедушки, И потом отца. говорю его сына Хамзата, сын я. Вот таким образом должен я себя представить. Если я этого говорить не умею, значит, ну, что-то где-то у меня Не научили. такой- Вы весь вечер ко мне обращаетесь на вы. Но я знаю, что у чеченцев нет обращения на вы. Ну, у чеченцев нет обращения на «вы», но мы люди, как бы, да, и в России жили, и знаем культуру других национальностей и народов, да, и пытаемся придерживаться и соблюдать чужие традиции. Не, меня это не обижало, если вы на ты бы обращались, наоборот. Ну, это в силу воспитания, наверное. Это знак всё-таки. уважения, Знак дополнение, уважения. да. Приедете, я буду с вами на «ты». Ну, давно уж пора, можете и к концу вечера уже на ты переходить. Мы с вами роды приняли, у нас мальчик. У нас сегодня У вас окатилась мальчик овца, как вы родился. помните. Вы сейчас только проверили, посмотрели, Встал? стоит на ногах Всё. уже, все тепленько. Слава Аллаху, самое главное на ногах. Ну все, теперь пришло время прощаться, мы вызвали такси. Вызвали уже? Да. Я так рада познакомиться. Взаимность. Спасибо вам большое. И вам спасибо, что Красотки. Гостинице спасибо. Эльвира домой не уезжает с пустыми руками. Так, Эльвир, давай попрощаемся, а то мы Давайте. Счастливо вам. Увидимся. До свидания. Счастливо. Огромное вам спасибо. Я так рада познакомиться с вами. Я знаю, что вы должны приехать в Казань, да? В апреле. Я вас жду. Оставайтесь у меня. Мы обязательно приедем с Ильей Санычем. Обещайте, В гости оставаться я обещайте. не буду. Что это? Это подарочек не больше. Вы посмотрите, какой подарочек они делают. Вы мне поможете? Конечно. Давайте вместе. Но это же неудобно. Это очень неудобно. Маша. Вы посмотрите, какая красота. Боже ты мой. Это же невероятно красиво. Да, давай коробку. Очень покажу. неудобно, очень не Ну, стоило. эта хозяйка так захотела, это... У вас её- очень щедрая это хозяйка. её желание. Ну, Вы посмотрите, какая таким- красота. Я теперь буду всегда носить и вспоминать вас. Носите на здоровье. Да. Нам очень приятно, что вам понравилось. На самом деле дорого. Дайте я посмотрю. А, конечно. Посмотрите, какая красота. Мне очень сильно приятно, но это очень неудобно и это очень дорого. Подарки, они бесценны. Да. Да, и, не цена, а Для уважение, меня знак все уважения. бесценно. И память. шоколадка, а это, я знаю, что дорого. Все, еще раз, всем огромное спасибо, а то я сейчас долго буду стоять тут. Ой, огромное спасибо, красавица. Все, А мне не до свидания. Его тоже можно. А, его можно. Он сразу сказал, меня можно обнимать. Нельзя. Пока-пока. Увидимся, ладно? Я к Приезжайте тебе еще, еще в Алла. гости приду. Огромное спасибо. До свидания. Пускай у вас все будет хорошо. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, у нас с вами был очень интересный, насыщенный и увлекательный день. За это спасибо этой семье. Особенно голове семьи. Дай Бог, чтобы нормально добрались. На связи? Обязательно, да, на связи, Вы на связи? обязательно сообщите. Мы всегда, если что, позвонимся. Все, всего доброго. Обратите внимание на закон. 1970 года. Да. Бирхан у меня есть, я же поняла, что вы говорите. Бирхан, у меня есть все в порядке. Ой, Бирхан, спасибо, до свидания. Ой, как за меня не люблю, когда платят.